Сегодня мы отправляемся в метро. Пойдемте. Ребята, я вам сейчас покажу очень красивую станцию метро. А снимать можно? Снимать можно? Я спустилась в метро и хочу вам показать красивую станцию метро. Но я должна надеть маску. Поэтому так. В вестибюле метро есть информационная стойка. Вы можете спросить. Есть антисептики для рук. Просто поднесите руку. Мы сейчас посмотрим, девушка делает. Так, интересно. Это бесплатно. Далее есть стойка информации. Вы можете задать вопросы. Есть карта московского метрополитена. Здесь много линий. Всего 15 линий и дополнительные. Плюс строятся еще участки. Мы с вами вот здесь. Поедем мы сюда. Маршрут от одной станции Комсомольская до станции Чистые пруды. Маршрут. Что, время не пишет? Ага. Смотрите, без пересадок, время в пути 3-5 минут. Сейчас мы будем покупать билеты. Мы можем купить... О, смотрите, касса. We speak English. That's great. Здесь можно купить также маску и перчатки. Ребята, вы можете купить билеты в метро, the tickets to the metro station, to the cashier, или в автомате. Let's buy here. Будьте добры, билетик на 2 поездки. Оплата по карте. Спасибо. Один билет стоит, одна поездка, one trip, стоит 57 рублей. 57 рублей. You can go in the metro. Спасибо. And traveling there the whole day. Это билет на метро. И сейчас я вам покажу, что можно купить билет в автомате. Follow me. Итак, я покупаю билет на 2 поездки. Стоит он 114 рублей. Так что одна поездка 57 рублей. Оплата банковской картой можно. Или вы можете оплатить by cash right here. Так, и сейчас здесь будет мой билет. Чек. И билет. Такой же, the same. Так что у меня есть 2 билета по 2 поездки. Let's go. Идемте. Вход в метро. Вы
можете оплатить картой или телефоном здесь, вот в этом автомате, приложить сюда. Или вы можете приложить билет. Аппарат пишет, сколько поездок осталось. Моя очередь. Урна для билета. Смотрите, здесь написано «За мир», «For peace». Ребята, посмотрите, какая красивая станция. Да, это очень оживленная станция, здесь очень много людей. Если вы пойдете налево, to the left, вы попадете на Ленинградский Ярославский вокзал Railway Station. Если направо, this way, вы попадете на Казанский вокзал Railway Station, Казанский.
вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. This is Комсомольская. Change here for line 1 and D2. Осторожно, не забывайте. Станция Красные ворота. The next station is Красные ворота. Everything is translated. Это новый вагон. Здесь карта метрополитена. Здесь тоже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская. Пушкинская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Lines 2 and 9. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Выходим. Это станция метро Пушкинская. Давайте посмотрим на нее. Станции метро в Москве, они как музей. Они очень красивые. Москва, как много в этом звуке. Какие строки. Идет поезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Цветной бульвар. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Это станция Менделеевская. Я перехожу на станцию Новослободская. В метро появились новые туалеты. Раньше в метро не было туалетов. Это интересно. Свободно. So it's free. Стоимость прохода 69 рублей. Так, мы переходим на станцию Новослободская. Сейчас я покажу, какая красивая эта станция. Это моя любимая станция. Посмотрите. Здесь на стенах витражи. Мир во всем мире.
года. Памятник истории и культуры. Вот мы и на улице. Это вход в метро. Большие колонны. Обычно в метро такой вход. Монументальный. Смотрите, надо соблюдать дистанцию через одно кресло. Надо носить маски. Посмотрите, где какие правила. В Сингапуре, если вы не носите маску в транспорте, в общественных местах, штраф 23 тысячи. В Индии it depends on the state. Ребята, а это станция Киевская. Давайте посмотрим. Здесь мозаика на стенах. Пушкин на Украине. Пойдемте посмотрим, что в начале станции. Все стены украшены мозаикой. Это тоже очень загруженная станция. It's very busy station. Смотрите, мозаика называется «Народное гуляние в Киеве». Вот эта мозаика